Я очень долго смотрел разные видеоканалы, посвященные изготовлению мебели для мобильных домов на колесах, кемперов и прочих вещей такого рода. Большая часть из этого видео была посвящена изготовлению мебели из алюминиевых профилей. Очень популярная ныне вещь, из которого делают практически все. И я решил попробовать сделать мебель для ванной комнаты. Сейчас, как видно, все в процессе отделки, изготовления, но жить приходится уже в частично отделанном доме. И поэтому мне потребовалось какое-то решение, которое имело внутри себя все сразу. То есть в данном случае раковину, ящики, систему слива, систему подсветки, кран, зеркало. Все в одном блоке. И чтобы можно было этот блок легко перемещать. Такое решение я выработал. Я разработал конструкцию на основе несущей рамы из алюминиевых профилей 30 на 30 мм. Собрал эту раму и навесил элемент. Здесь на самом деле очень немного элементов. Всего-навсего рама, 2 боковых пластины фанерных накладки, столешница, сама раковина и вертикальная стойка для удержания зеркала. Ну и 3 ящика. Все. А прелесть такой конструкции состоит в том, что она гораздо проще собирается в домашних условиях, гораздо удобнее, гораздо жестче, чем, например, те, что я видел магазинные, в разы жестче. Поддается большому числу регулировок. Например, ножки могут быть очень точно отрегулированы для придания горизонтального уровня самой конструкции. И так как они шарнирные, у них шаровой шарнир, то эту конструкцию можно наклонять на 2, даже на 1 ножке в любую сторону, и тем самым и поднимать, и перемещать силами одного человека, вообще не напрягаясь. Очень легко. Эта мебель сделана еще в рамках успешно отработанной концепции чистой мебели, которую я опробовал на мобильном кухонном острове, который уже работает 2-й год и полностью себя оправдывает. Суть ее состоит в том, что мебель проектируется и строится так, чтобы она сама по себе загрязнялась минимально. То есть везде закрытые поверхности, которые можно убирать и очищать, в том числе механическим способом. Например, наждачной бумагой, полировальным кругом, кроме обычного способа мытья. И спроектировано так, что отдельные зоны, точнее, я проектировал так, я сначала изучал, как загрязняется та или иная мебель в процессе эксплуатации. Я смотрел, где собирается больше всего грязи, и, соответственно, наносил изменения в конструкцию. Например, здесь, в этой области, всегда очень много брызг. Вода, смешанная с моющими средствами, грязная вода брызгает из раковины, когда умываешься, чистишь зубы, например. И все вот это остается в этой области. То есть, конечно, часть какая-то долетает до стен, но это незначительная часть. В основном часть примерно вот это пятно, на которое использовал пластину из этого экзотического дерева, которое у меня лежало, не знаю, лет 15, наверное, ждало своего часа. Я его обработал и установил сюда, покрыл яхтенным лаком, и теперь это можно легко мыть. Вторая часть — это сама столешница. Это столешница из вяза. На ней накладная раковина. И тут тоже очень легко убирать. Невероятно легко, потому что здесь грязь не будет просто задерживаться. И вот эта боковинка, она сейчас покрыта зеркальной нержавеющей сталью. Это 2-мм внутреннее убранство. Это тоже 2-миллиметровая сталь. Она огораживает сливную конструкцию у мойки и дает свободный доступ к остальному отсеку ящика. Здесь я немного, наверное, переборщил с материалом. Это тоже 2-миллиметровая нержавеющая сталь, что в данном случае избыточно. Но, тем не менее,
Это решение уже есть, и оно отлично работает. И получается, что тут у меня 3 ящика полного движения. С ящиками на таких направляющих я никогда не имел дела. Первый мой опыт. Не очень мне понятно, как они регулируются. Но вроде получилось, вроде даже работает. Эти ящики благодаря конструкции направляющих очень легко снимаются, и можно получить полный доступ как к внутренней части. Рука везде пролазит, можно полностью даже залезть туда внутрь, менять сифон, чистить, например, его, настраивать, если потребуется, направляющие и так и далее. Ну и вот вынутый ящик, как он выглядит в полностью извлеченном состоянии. Немного металла, фанеры, и все это легко убирается и разбирается при необходимости. Вот эта металлическая часть легко снимается, так как она на шурупах, и можно ящик сделать даже новый. Это задняя часть. Видна структура рамы. Видно, здесь рама не закрыта, она в открытом. Фанерная панель фрезерованная. Фрезерованные выступы под крепежные пластины, которые дают жесткость конструкции. И очень жесткое крепление трубы. Труба крепится на защелке, защелки крепятся на профиль непосредственно. И жесткость просто выше всяких похвал. Она встает на защелке, очень прочно удерживается. Это сливная труба. И очень легко заменять. Я очень доволен таким решением. Это крепление для проводки, которое можно ставить в любое место профиля и организовывать систему проводов. Здесь находится небольшое пространство, сантиметров где-то до 10. И здесь есть возможность еще разместить какой-то дополнительный отсек, например, для хранения запасных частей. И так, вот так организована система слива. Труба жестко крепится к несущей раме. Крепится она на застежках. Застежки очень легко одеваются и крепится на стандартные винты и гайки М6, подходящие к этому профилю. И здесь идет гофротруба, гибкая труба, которая будет идти в слив. Когда я проектировал эту конструкцию, я, естественно, проектировал ее еще и исходя из эргономических требований, чтобы для каждого члена семьи, включая меня, эта конструкция была удобна. Проектировал как под свой рост, у меня 1,86 м, так и под жену и детей. И вот как выглядит. Так как здесь штукатурка, плитка, все будет меняться, поэтому здесь цельный модуль очень кстати. Очень стало все на место хорошо. Я показывал защиту в виде нержавеющего листа на стенке. Вот она рядом с унитазом. Санузел второго этажа очень небольшой, поэтому нужно компактное, но цельное решение. На этом все. Очень рекомендую использовать профиля.